Как китайская мафия связана с верхушкой Ком Партии Китая? Что такое триада и чем вообще китайская мафия отличается от привычных нам западных банд? Сегодня мы расскажем вам о том, как появились китайские триады и что они из себя представляют. Ну а досмотрев видео до конца, вы узнаете о самой крупной и опасной китайской группировке, существующей по сей день. Но обо всем по порядку. Как появились триады? Китайская мафия, или как ее называют триады, распространились по стране в 17 веке во времена правления династии Мин. Ее принудительно свергла и заменила следующая династия Цин. Попытки вернуть прежних правителей из династии Мин были у монахов-буддистов, но их действия были быстро разоблачены, а участников заговора казнили. Удивительным образом, в живых остались 5 монахов. С них-то все и началось. Эти 5 поклялись друг другу и, конечно же, Всевышним силам, что так этого не оставят. После чего они создали тайную организацию, основной целью которой была месть и свержение представителей новой династии. Вот только очень быстро благородный союз превратился в полноценный мафиозный синдикат. Как же устроена китайская мафия сегодня? Известно, что китайцы отличаются своей дисциплинированностью. Китайский преступный мир далеко не исключение. Структура их мафии четкая. Каждый участник имеет определенные обязанности. Руководить всем процессом, вопросами, а также ходом событий главарь. Финансами, как правило, ведают заместители. Боевые операции организовывает и отвечает за их протекание начальник боевого отдела. Совершение налетов и выполнение спецзаданий отводятся боевикам. Более того, каждый участник имеет свой номер, который может обозначать как должность, так и значимость в клане. Как правило, члены триад – выходцы из рабочего класса без высшего образования. Однако стоит ли говорить, что попасть в триаду незнакомому человеку с улицы просто невозможно? Желающий должен заручиться поддержкой не менее 2-3 участников банды и иметь хорошие данные. Важным условием при приеме в группу является сдача своеобразного экзамена на знание специальных сигналов и символов, ну и, конечно же, прохождение ритуала посвящения. В него входит прохождение ритуала на месте. Например, удары по спине плоской стороной меча. В каждой банде свои условия. И исполнение настоящего задания. Иногда новобранцу могут приказать убить человека, который встал на пути у банды. На достаточный уровень профессионализма новобранец выходит только через 3 года, да и то только при условии, что четко исполнял данные ему задания. Какие же опасные банды существуют в Китае сегодня? Сейчас мы расскажем. Ассоциация 14. 14К – мафиозный клан, основанный в 1940-х годах для борьбы с коммунистами. Когда 5 лет спустя война была проиграна, ее члены принялись искать способы заработать на жизнь. В конце концов, они осели в Гонконге и сосредоточились на торговле наркотиками. Свое название организация получила по числу основателей. Их было 14. Хотя некоторые считают, что число 14 относится к адресу первоначальной штаб-квартиры в Гуанчжоу. На 2010 год 14К насчитывала 20 тысяч боевиков, сосредоточенных в 30 странах Восточной Азии и Западной Европы. Эта триада достаточно многочисленная, однако ей не хватает организованности и сплоченности действий. 14К состоит из нескольких уличных банд, лидеры которых практически не сотрудничают друг с другом, а когда и сотрудничают, это нередко выливается в стычки. Однако, несмотря на это, она все же является довольно опасной. Среди наиболее громких преступлений, совершенных членами этой триады, называют заказное убийство азиатского авторитета в Амстердаме в 1975 году, а также похищение китайской семьи в Новой Зеландии в 2008 году. Сегодня группировка активно действует в районах Коулуна и острова Гонконг, в Яо-Матей, в Сам-Сёй-Пол, Вон-Тайсинь и Ван-Чай. На некоторых территориях конкурирует с Саньон,
Собственно говоря, эта банда следующая в нашем списке. Саньон. Триада Саньон – крупнейшая китайская триада, которая насчитывает более 40 тысяч членов. Используя обширные коррумпированные связи с местными чиновниками, Саньон занимается контрабандой и сутенерством, а также курирует иммиграцию соотечественников в Европу. Основана была банда в Гонконге в 1919 году выходцем из Чаочжоу Хёнг Чином. В 50-х годах он был депортирован на Тайвань, откуда продолжал руководить своей организацией. После смерти основателя Саньон руководство триадой перешло к его старшему сыну Хёнг Воиму, который был юристом по образованию и смог сплотить группировку еще больше. В феврале 1986 года бывший полицейский Энтони Чунг, ставший членом Саньон, попросил защиты у полиции Гонконга и согласился сдать Хёнг Воима. Его показания привели к тому, что в апреле 1987 года полицейские арестовали 11 гангстеров, а во время обыска в адвокатском бюро Воима обнаружили список 900 членов Саньон. В октябре 1987 года Хёнг Воим и 5 его подручных предстали перед судом, а Энтони Чунг выступил главным свидетелем. В январе 1988 года суд присяжных признал Воима и его сообщников виновными и приговорил босса Саньон к 7,5 годам заключения. В августе 2009 года возле гонконгского отеля «Шангри-Ла» был убит один из боссов триады Саньон – Ли Тайлун. Однако, несмотря на это, свое существование триада не прекратила. Кстати говоря, подразделение Саньон существует и в России. Считается, что сосредоточена мафия на Дальнем Востоке, а залог ее успеха кроется в том, что действует она только в среде своих же соотечественников, стараясь не совершать преступления против местного населения. Это позволяет им не попадать в общую криминалистическую статистику и оставаться в тени. Shing Wo. А вот еще одна из самых крупных и влиятельных триад Китая. Эта группировка контролирует западную и северную части новых территорий – Чхуньвань, западный Коулун, Юньлон, Сёнсёй, а также Фаньлэн. Триада Shing Wo была основана в 1930 году в районе Шамшуйпо, и времени с тех пор она не теряла. Уже в 1931 году она основала филиал в Чайнатауне, Торонто, а в 1932 году имела 15 отделений в китайских кварталах по всему миру. Как и многие другие китайские преступные организации, Shing Wo отличается строгой дисциплиной внутри группировки. Благодаря этому во время Второй мировой войны члены ОПГ смогли наладить общий язык с японскими оккупантами, в том числе с карателями, которое в дальнейшем вылилось во взаимовыгодное сотрудничество. После войны за счет китайских беженцев, хлынувших в Гонконг, численность членов Shing Wo выросла с 5000 до 70 тысяч человек. Во второй половине 90-х годов гонконгское крыло группировки было разделено на 6 подгрупп и включало около 500 вооруженных боевиков, базировавшихся на новых территориях. В 2020 году одного из членов группировки пытались застрелить, пока он ехал в автомобиле. По словам полицейских, покушение, вероятно, было вызвано очередным денежным спором или вопросами, связанными с контрабандой. В любом случае, как бы то ни было, покушение прошло не особо удачно. Нападавший скрылся, а жертва успела добраться до больницы. Шуйфонг. Шуйфонг – крупная триада, базирующаяся в Гонконге, с интересами в Макао и Южном Китае. Среди основных занятий ОПГ – рэкет, угоны автомобилей, подпольные тотализаторы. Во второй половине 90-х в рядах Шуйфонг насчитывалось около 30 тысяч человек. Сегодня точная численность банды неизвестна, однако по примерным подсчетам она должна превышать 30 тысяч. Возникла эта группировка еще в 1934 году из профсоюза работников гонконгской компании прохладительных напитков Connaught Aerated Water Company Limited. Со временем организация превратилась в одну из влиятельнейших триад анклава.
Кроме того, она является одной из 4 крупнейших группировок Макао, наряду с 14К, Дацзюань и Во Шинь И. В 90-х годах Шуйфонг участвовала в борьбе за контроль над казино Макао, объединившись вместе с местным главарем 14К Ван Куок Коем. А в 2000-х годах триада воевала с конкурентами из Во Шин Во. На сегодняшний день криминальное сообщество находится в тени, однако по-прежнему продолжает свою активность. Банда четырех. В нашумевшую в свое время банду четырех входили Дзян Цин, Джан Чун Цяо, Яо Вэнь Юань и Ван Хун Вэнь. В ходе культурной революции эта четверка заручилась доверием Мао Цзэдуна и заняла высшие руководящие посты в центральном правительстве. В 1973 году на съезде ЦК КПК они вошли в состав политбюро и образовали банду четырех. Мао Цзэдун, с одной стороны, ради успешного проведения культурной революции во многом поддерживал и одобрял деятельность организации, однако с другой понимал их недобрый замысел, поэтому вскоре он принялся критиковать банду четырех. После смерти Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 года 4 сообщников усилили борьбу за высшую власть в партии и в стране. Их заговоры уже давно внушали опасения старым партийным деятелям, в числе которых были такие влиятельные люди, как Е Цзяньин, Ли Сяньнянь, Чэнь Юнь и многие другие. Они внимательно наблюдали за развитием событий и через различные каналы поддерживали связь, обсуждая, как повлиять на ситуацию, ставшую критической, и как решить проблему банды четырех. Так, первый заместитель председателя КПК Куа Гофэн вместе с коллегами после долгих обсуждений предпринял решительные меры. Вечером 6 октября он по отдельности объявил о начале расследования. После собрания, участники которого единогласно поддержали инициативу Куа Гофэна, были приняты необходимые меры по решению важных вопросов, касающихся судьбы группировки. Было решено произвести арест. Однако сделать это было не так просто, так как банда четырех, едва узнав о планах правительства, осуществила запланированный вооруженный мятеж. Разоблачение банды четырех длилось довольно долго. В конце концов, в 1981 году 4 свергнутых лидера были подвергнуты показательному судебному процессу и осуждены за антипартийную деятельность. Во время суда Дзян Цин пыталась оказать всяческое сопротивление, громко протестовала, бросалась в слезы. Она была единственным членом банды, кто пытался оправдать себя. Основным аргументом служило то, что она всегда выполняла приказы Мао Цзэдуна. В результате суда Дзян Цин и Джан Чун Цяо были приговорены к смерти, но впоследствии их наказание было смягчено до пожизненного заключения. Ван Хун Вэнь был также приговорен к пожизненному заключению, а Яо Вэнь Юань – к 20 годам лишения свободы. В дальнейшем все члены группировки были освобождены. В настоящее время их уже нет в живых. Однако вернемся к современному Китаю. Итак, последняя и самая опасная китайская ОПГ, о которой мы обещали вам рассказать. Бамбуковый союз. Бамбуковый союз считается одной из самых опасных преступных группировок мира. Она также является самой влиятельной группировкой на Тайване, при этом работает как на самом острове, так и в материковой части Китая, имеет влияние в Азии, Европе и Америке. У истоков организованной преступности на Тайване стоят сыновья солдат и офицеров армии Чан Кайши, изгнанных из материкового Китая коммунистами. В октябре 2008 года было создано объединение независимых суверенных государств Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Бутана и Мьянмы, которое получило официальное название «Бамбуковый союз». Поначалу банда занималась привычными для китайских преступников занятиями – рэкетом, выбиванием долгов, заказными убийствами, крышеванием проституток и нелегальных казино. Однако очень скоро они поняли, что настоящие деньги приносят наркотики. Тогда-то группировка наладила связи с Золотым треугольником
территорией на границе Бирмы, Лаоса и Таиланда. Эти земли известны тем, что на ней выращивают лучший в мире опийный мак. Лидеры Бамбукового союза проявили хорошие дипломатические способности. Они избежали войны с триадами и вступили с ними в союз. И в отличие от триад, не стали позиционировать себя вне политики, а скорее наоборот. Союз поддерживал тесные связи с националистами из партии Гоминдан и разделял их политическую платформу. Тайваньские власти в ответ благоволили к патриотически настроенной мафии и создавали для нее благоприятные условия. В Гонконге и Тайбэе были разрешены опиумокурильни. Более того, связи между лидерами Бамбукового союза и рядом высокопоставленных лиц обусловили секретность этой организации. Объединенный бамбук имеет сложную горизонтальную иерархию. По некоторым данным, численность группировки составляет около 10 тысяч человек. Наверняка неизвестно, однако считается, что заправляет организацией Чен Чи Ли по прозвищу «Белый волк». Союз действует по сей день и имеет 24 филиала по всему миру, а его членами, по разным оценкам, являются от 10 до 30 тысяч человек. На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до нового видео!